Здравствуйте, друзья! Чем отличается государство от страны? Россия, Китай, США – это страны или государства? А возможно, оба понятия верны. Иногда сложно подобрать правильное слово. Для этого нужно разобраться с их определениями и ключевыми отличиями. Что такое страна? Территория, у которой есть географические либо политические границы, называется страной. Пределы ее могут быть как нечеткими, так и установленными. У страны может быть свой собственный суверенитет, или же она находится под суверенитетом иного государства, как в случае с колониями, например. Существует несколько типов стран: политические, культурные, территории народности которых обладают схожими между собой культурными и бытовыми особенностями. Физико-географические – это большая часть материка, которая имеет крупную тектоническую структуру, общие макроциркуляционные процессы, определенные природные зоны и высотные пояса. Исторические – территории, народности которых имеют политическое единство, а также обладают общими культурными, языковыми и этнографическими чертами. Что такое государство? Признаки и функции, отличия от страны. Государство представляет собой политическую форму общественной организации. Оно располагается на территории с четко установленными границами, а также обладает суверенитетом, аппаратами принуждения и управления, которым должно подчиняться все население. По сути, государство – это насилие над людьми, которые становятся его рабами. В литературе нет общепризнанного понятия государства. Страна – самый близкий к нему термин, однако воспринимается в более широком значении. Документов, которые дают определение понятию государства, очень мало. Один из них – концепция Монтевидео, которую подписала в 1933 году Межамериканская организация. Интересный факт: самое маленькое государство в мире – Ватикан. Оно находится в Риме, но считается полностью независимым от Италии. Его население 825 человек на 2019 год. Государство обладает многими признаками, которые отличают его от других социальных институтов. По сути, в современном государстве парламентарии и государственные чиновники живут за счет народа, который работает для их блага. Государство частенько дерет с народа три шкуры. Получает пошлины, налоги и другие сборы, которые предназначаются для работы госаппарата и выполнения прочих функций. Очень много нахлебников. Также государство разделяет население и определенным образом организовывает его, исходя из территориальных принципов и своих предпочтений. Государство также принимает законы, которым должно подчиняться население. Не всегда эти законы для блага населения. На территории государства присутствует единая власть, которая не зависит от других государств. Обеспечивает наличие органов власти и учреждений, которые следят за исполнением государственных решений. Таким образом, этот орган паразитирует на народе. А что же оно дает в обмен? Государство охраняет свободы и права своих граждан, поддерживает верховенство закона, выполняет различные социальные, экономические, организационные функции, охраняет общественный порядок и обеспечивает безопасность. Но чаще всего современное государство устраняется от выполнения социальных и экономических функций, все перекладывает на функции налогов. Чаще всего сейчас государство охраняет богатых и обеспечивает их безопасность, но не народную. Еще государство также регулирует хозяйственную деятельность, создает надлежащие условия для развития экономики, выбирает оптимальное ее направление и поддерживает одинаковый уровень всех своих территорий. Но это в идеале. В социальной сфере государство создает условия, где граждане могут нормально существовать. Это тоже в нормальном государстве бывает, но очень редко. Социальная функция охватывает здравоохранение, образование, научную деятельность, демографию и прочее. В последнее время эти все пункты получают наименьшее финансирование. Борьба с преступностью, разрешение конфликтов, охрана территорий также являются функциями государства. Внешняя функция заключается в отстаивании интересов государства в международном правовом поле. Сюда входят разные аспекты – военные, политические и экономические. Хотя официально разница между страной и государством нигде не указана, некоторые отличия все же есть. Этимология. Слово «страна» происходит от понятия «сторона», то же самое, что край или направление. Термин «государство» от древнерусского слова «государь» или «правитель».
Государство имеет верховную власть и законы, введенные ею. Государство всегда является самостоятельным и суверенным. Страна может быть государством или же находиться под властью другого государства. В зависимости от политического режима, территориального устройства, правление государства может иметь разные формы. Страна – более широкое понятие, которое включает определенное территориальное положение, язык населения, обычаи и менталитет. Что нужно улучшить в государстве, чтобы жизнь простых людей стала лучше? Автор статьи Вадим Хромов. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.